Всем привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет необычное видео, мы будем распаковывать. Начнем с самого начала. Не так давно со мной связался один из посредников AliExpress и предложил мне товары на обзор. Всего у меня было выбрано 5 наименований, но, к моему большому сожалению, 2 из них до сих пор еще в пути. Я уже не могла больше ждать и решила снять видео без них. Посылки у нас достаточно большие и в них очень много интересного, поэтому не переключайтесь, заваривайте себе чай и поехали! Ну что же, приступим к распаковке. Чтобы не шуршать, за кадром я ее разрежу и вместе уже будем смотреть, что же в ней лежит. Итак, здесь, как я вижу, достаточно много всего. Давайте прям высыпем на стол. Содержимое посылки от одного из продавцов. Я заказывала только бусины. Все остальное мне продавец дополнительно вложил на обзор. Первые бусины, которые мне попались, это вот такие вот круглые. Сейчас посмотрим, из чего они состоят. Да, кстати, здесь мне положили довольно большое количество таких веселых бусинок, я их назову. Посмотрите, они вот такие круглые, на них идет разный рисунок. По ощущениям, это как будто какая-то резина. Есть, конечно, косячки на этих бусинах. Здесь, кстати, принт идет новогодний, то есть здесь, видите, с Дедом Морозом. Вот здесь есть и снежинки, и есть и носочки новогодние. Очень мило. Далее мне попадается упаковка со смайликами. Кстати, я вам здесь дополнительно вставлю фото браслетов, которые можно сделать с такими смайликами. Здесь они, видите, с эмоциями, все разные. Сейчас посмотрим, из чего они у нас. Они, кстати, достаточно тяжелые. То есть по качеству прям вот на пятерочку. Все пропечатаны хорошо, я не вижу в них никаких косяков. У меня, кстати, такие смайлики очень хотел сын для того, чтобы собирать браслетики. Ну что же, раз мы начали смотреть именно смайлики, то давайте посмотрим. У меня здесь еще есть вот такие. Они здесь уже только с одной эмоцией, все только улыбаются. По качеству они точно такие же, как и предыдущие. Все очень яркие, цвета насыщенные. Хотя, смотрите, вот один я вижу без глаз, с одной стороны. Видите? И, в принципе, одна штука брака – это не страшно. Также я нашла в посылке вот такие большие смайлики. По качеству они похожи на первые, которые я вам показывала с новогодней тематикой. На них уже, видите, принт пропечатан не совсем ровно, но их также можно использовать в работах. Здесь в упаковке их чуть меньше, здесь, наверное, не 50, а штук 25, я думаю. Но тоже неплохо. Кстати, большая часть из них желтые, классические смайлики. Ну что же, дальше мне попадаются вот такие вот бусины. Кстати, когда-то давно я себе заказывала такие. Мне они очень понравились. А понравились они мне чем? Тем, что у них есть 3D-эффект. У меня они есть в розовом оттенке. Мне очень нравится такая тема, но единственный минус у этих бусин, который я заметила еще в прошлый раз, я о нем говорила, это то, что у нас здесь видно... Видите, здесь не прокрашены немножко, поэтому боковую часть у бусин нужно будет закрывать еще дополнительной, возможно, бисеринкой, возможно, еще какой-то бусиной. То есть их нужно будет прятать, боковые части, так как у них отверстие довольно широкое. Если же мы, конечно, будем собирать какое-то украшение на шнурке, которых, кстати, у меня тоже много, мы сейчас их чуть попозже рассмотрим, то тогда сделаем узелок, и, в принципе, вот этого будет незаметно. По износостойкости я их уже проверяла, мне такие бусины очень зашли, понравились, я даже думала заказать их еще, но вот, как видите, мне продавец в качестве дополнения положил еще бусинок. Прям большое ему спасибо. Ну а сейчас я хочу рассказать вам о замечательном промокоде, который прописан у меня вот здесь. Промокод действует до 31 марта 2022 года. Он действует на каждый из магазинов. При покупке от $30 у вас будет скидка $5. Дополнительно я пропишу информацию также в инфобоксе, поэтому проходите, смотрите и пользуйтесь. Далее мне попадаются вот такие вот цветочки. Они полупрозрачные. Сейчас я открою, посмотрим их поближе. Честно, применение таким цветочком мне будет найти сложно, но если собирать какой-нибудь держатель для телефона, точнее ремешок для телефона, либо какой-то брелок, либо какое-то просто детское украшение, ну, в принципе, применение какое-то им можно найти, но, скорее всего, у меня их заберет сын. Далее мне еще попадаются похожие
бусины, которые у нас были как смайлики, как и новогодняя тематика, но здесь уже инь-янь. Тоже очень яркие, вот особенно, например, розовые, которые я вижу, красные тоже, зеленые, все очень яркие. В них, конечно, есть небольшие косяки, но не так критично. То есть вот я вижу на одной, на желтой, вот здесь вот немножко, вот это вот не совсем ровная, то есть она, видите, наискосок. А так, в принципе неплохо. Далее мне попадается упаковка вот с такими плоскими бусинами. Сейчас посмотрим поближе. Они уже, кстати, надеты на леску. Да, это леска. Ой, они прям, знаете, как будто это резина. Цветов очень много, то есть здесь идет микс. Я думаю, наверное, можно заказывать и одного цвета. Если честно, я не уверена. Есть, конечно, вот видите, какие-то очень тонкие. То есть, конечно, такое фриволите мы использовать с вами не будем. Но даже вот в таком виде сейчас считается достаточно трендовым украшением. Пользуются не обязательно ровные идеальные бусины. Следующими мне попадаются вот такие стеклянные бусины. Здесь их, в принципе, немного. Здесь, наверное, 20 штук, я так предполагаю. Все они здесь разные, но, в принципе, почти все из этих бусин здесь разные. Есть, конечно, парами, но есть и которые по одной штуке. Кстати, вот эти бусины теоретически можно даже использовать при расшивке наших сережек. Они идут стеклянные, и рисунок у них какой-то абстракции. Отверстия, кстати, довольно ровные. И вообще бусины сами по себе мне нравятся. Они плоские, то есть их прям можно вшить в серединку, например, какой-нибудь сережки. Вот, например, вот эти вот синенькие мне нравятся, зеленые тоже понравились. Кстати, у данного продавца довольно большое разнообразие бусин, поэтому есть из чего выбрать. Ссылка на магазин у меня будет стоять под номером 1, и укажу ее в описании под видео. Далее у меня идут бусины с имитацией камня. Вот эти бусины мне очень понравились. Это были как раз бусины, которые я хотела. Ну вот, например, посмотрите, какие здесь классные красные цвета. Вот представьте, если такие бусины вшить, например, или вплести в какой-нибудь воротник, или, например, в какой-нибудь браслет, будет смотреться очень классно. Также мне понравилась расцветка вот таких коричневых, очень хорошо смотрится. Также бежевые, тоже очень красивая имитация под камень. И серые. Зато на таком миксе я теперь могу спокойно посмотреть и увижу сразу цвета, которые понравились мне больше. Следующий микс у меня точно из таких же бусин, но меньшего диаметра. Кстати, меньший диаметр тоже смотрится очень красиво. Здесь, конечно, мне попалось много розовых с синим, но, в принципе, можно выбрать и найти пару, и также расшить ими работу. Конечно, миксы я чаще всего использую именно для сережек. Если подобрать, тем более у меня есть маленькие бусины, я сейчас их вам покажу, у меня их тоже в достаточно большом количестве, они по цвету. Ну а теперь мы дошли до 4-миллиметровых бусин, которых мне прислал продавец достаточно большое количество. Причем он выбрал на свое усмотрение цвета, я выбирала, насколько я помню, вот такие коричневые, они, видите, бежевые, немножко с белым таким. Очень прям хорошо впишутся в работу. Если сделать какой-то браслет, прям замечательно. Кстати, вот смотрите, синие оттенки смотрятся очень классно. Если честно, они мне напоминают гжель. Оранжевый очень яркий, прям совсем вырви глаз. Еще оттенки 4-миллиметровых бусин. Это вот такой фиолетовый, зеленый. Вон здесь они идут уже с градиентом. Также вот такой градиент, это розовый с голубым, тоже симпатичные, также можно будет их использовать в работе. Кроме этого мне присылали еще вот такие вот красивые зеленые, здесь идут переливы. Окраска у бусин очень интересная, она идет дополнительно с белым таким вот, видите, вкраплением. Такие два нейтральных цвета, их я точно использую в своих работах, это вот такой вот бежевый и черный цвет. Далее я хочу показать вам бусины, которые мне очень понравились. Это вот такие вот пластиковые. Видите, они круглые, с большим отверстием. Но я, в принципе, вижу их в применении даже в фриволите. Несмотря на то, что они пластиковые, нужно, конечно, будет проверить их на износостойкость, поносить их какое-то время на руке, посмотреть, как они будут себя вести, сильно быстро ли они облетают. Вообще посмотреть, протестировать их. Ну, давайте откроем, посмотрим.
У них очень интересное покрытие. Посмотрите, оно, знаете, оно как перламутр. Я их сама не заказывала, они мне вложены в качестве дополнения на обзор, поэтому я не уверена, как они поведут себя в работах, но мне само покрытие по цвету очень понравилось. Далее у нас идут вот такие вот маленькие симпатичные сердечки. Они очень легкие, пластиковые, здесь также микс. В принципе, особо здесь никаких косяков я у них не вижу. Ну вот на одной только вот я нашла, здесь небольшая есть трещинка, но она не сильно заметна, наверное, на камере, но она есть. Конечно же, скорее всего, такие бусины у меня также отберет сын, потому что он любит такие, что поярче, что поинтересней. Они в любом случае у меня пригодятся. Далее в тему к сердечкам. У меня здесь есть еще один пакетик. Они похожи на... нет, они пластиковые, хотя немножко мне вначале показалось, что это стекло. Нет, это все-таки пластик. В принципе, они все тоже очень ровные, то есть вот я вижу идеальные прям вот, видите, дырочки все очень хорошие. Ну и последние сердечки, которые мне попались в этой посылке, это вот такие вот, видите, дорого-богато, как говорится. Они, кстати, они железные, представляете, они железные. Здесь 3 оттенка: серебро, золото и розовое золото. Они достаточно крупные, но их, в принципе, тоже можно будет использовать. Даже, возможно, я сама частично их отберу и что-нибудь сделаю. Отдельно я сейчас покажу 3 вот таких пакетика. Здесь именно яркие бусины, которые я, в принципе, в своих работах не использую. Но вот сбоку здесь вот я вам сейчас покажу картинку, в котором использована, например, вот одна из таких бусин. Я так понимаю, там какое-то мороженое. Давайте посмотрим. Здесь всякие пирожные, здесь конфетки. Вот это очень классное. Я специально посмотрела, из чего состоят эти бусины. Это полимерная глина, поэтому, видимо, не везде здесь однородные бывают бусины. Бывают, наверное, не совсем пропечатанные рисунки, но, в принципе, качество неплохое, особенно если делать какие-то простые браслеты. Также из этой серии у меня пакет с фруктами. Яблоки, кстати, прям вообще классные. Мне очень нравится. Я, наверное, из яблочков и вот... смотрите, здесь еще и ананасик есть. Вот. Вот эти вот мне очень нравятся. Я, скорее всего, сделаю какую-нибудь себе подвеску. Может быть, на телефон, а может быть, на ключи. Все они идут со смайликами посерединке. Единственный у нас цвет, в котором нет сердцевинки, желтый. Это желтого цвета, естественно. Хотя можно было бы, в принципе, сделать их белыми. Но от этого они нисколько не становятся хуже. Здесь есть смайлики побольше, есть поменьше. То есть все такие цветные, яркие. А теперь покажу очень интересные, которые можно прям действительно спутать в жизни. Они прям настолько похожи на обычный мармелад, который мы едим. Здесь сразу уже идет, видите, крепление, за которое можно будет прицепить медведей. И вот здесь сбоку я вставлю фотографию, какие браслетики из них можно сделать. Можно использовать только одного медведя, можно несколько. Качество у них отличное. Ни у одного медведя здесь нет брака. То есть им я ставлю прям 5 баллов. Ну а далее мы переходим к другой части нашей посылки. Это вот такие жгуты. Они мне тоже были присланы на усмотрение продавца. Я такими вещами, в принципе, особо не пользуюсь. Они, кстати, все разного диаметра, скручены вообще отлично. Из них можно будет делать как просто веревочки, так можно и браслетики. Сверху они чем-то у нас здесь облиты. Я так понимаю, то ли это воск, то ли какой-то пластик. Не совсем уверена, но они прям, знаете, жесткие и совершенно не тянутся. То есть из них можно сделать что угодно. Белая у нас нитка, которая похожа на красную. Это, наверное, шнур, неправильно ее называть ниткой. Также из этой серии здесь идет черный с белым вкраплением, довольно необычный, и голубой оттенок. Далее у меня здесь разноцветные ярко-розовый, желтый, бежевый и зеленый. Из этой же серии у меня синий. А у нас следующая посылка. Я ее уже открыла. И давайте посмотрим, что у нас здесь. А здесь у нас инструменты. Я давно себе хотела заказать какие-нибудь инструменты. Все, у меня что-то как-то руки не доходили. И вот теперь, наконец-таки, у меня есть нормальный набор. Стоит он в районе 600-700 рублей. Сзади у нас есть дополнительно, видите, картинка, что ими можно делать. Но я, в принципе, и так знаю. Открываем и будем смотреть. Смыкаются хорошо, достаточно мягкие. Что мне нравится в этих инструментах, это то, что они все прорезиненные.
Их перед работой, конечно же, нужно будет протереть, но это хорошо, они смазаны и довольно мягкие. Давайте попробуем их на вот такой вот проволоке. Ух ты! Вы слышали, какой звук был? Я аж вздрогнула. Режут отлично. Следующий инструмент – это круглогубцы. Я такими еще не пользовалась. Обычно использовала какой-нибудь набор у мужа, который я отобрала. Давайте опять же таки на данной проволоке попробуем что-нибудь согнуть. Инструмент работает, а это главное. Далее у нас следующий инструмент. Он более универсальный, то есть у него, видите, достаточно острый кончик. И можно, в принципе, и разогнуть швензу, и согнуть. Здесь также есть дополнительное отделение, чтобы отрезать. То есть они, наверное, два в одном получается. И сейчас попробуем. Ух ты! Классно! Сколько, конечно, он прослужит, я сейчас сказать не могу, не знаю, покажет время. Ссылку на данный товар я оставила под номером 2. Ну а следующая посылка у меня, к сожалению, пришла не полностью. Я, конечно, ее сейчас вместе с вами открою, мы посмотрим. Протестить ее, к сожалению, не получится, потому что вторая часть посылки задерживается. Я ее протестирую уже в следующем видео, но ссылку на данный товар я вам все-таки оставлю, и также на магазин, который прислал мне данный товар на обзор. Ну что же, открываем. Здесь у нас вот такие краски. Угадайте, для чего они? Краски для эпоксидной смолы. Я ни разу еще не пробовала эпоксидку, мне очень хочется попробовать. У меня есть небольшая идея, давно уже вынашиваю ее в голове. И вторая как раз-таки часть посылки, которая мне придет, вместе с ней мы сможем попробовать и протестировать данный товар. Ну что же, по цветам здесь их очень много, 20 разных цветов. У этого продавца было на выбор, там есть с перламутром, есть просто оттенки, есть более легкие. Вот смотрите, здесь, кстати, мне кажется, два розовых, пинк. Вот смотрите, знаете, что интересно? Вот здесь вот написано голубой, здесь желтый. Все отлично. А вот здесь... Хотя флакончики одинаковые, насколько я вижу. Здесь на одном написано красный, а на другом... Ладно, давайте посмотрим, какие у нас еще здесь. Это у нас оранжевый. Он прям такой яркий, неоновый. Дальше желтый. Кстати, желтый второй. Нет, здесь один лимонный, а другой просто желтый. То есть один теплый, другой холодный. Не знаю, видно ли это на камере. Также у нас здесь еще один неоновый оранжевый, но он прям такой, знаете, очень яркий. То есть если его сравнить, видите, есть оранжевый, который такой более темный, есть который посветлее. Также здесь прям розовый. Розовых, кстати, много, уже 3 оттенка. Это черный цвет. Просто красный. Еще один розовый. Смотрите, сколько розовых у меня будет. Далее еще один синий, но оттенок немножко другой. И еще один розовый. Смотрите, еще один розовый. Темно-синий цвет. Фиолетовый. Ой, фиолетовый какой. Похож прям на чернила. Еще розовый, но он здесь написано как фиолетовый. Интересно. У меня вот ощущение, что когда мы будем пробовать, там будет разница прям минимальная. Далее у нас здесь идет зеленый. Это такой цвет ближе к зеленке. Здесь есть холодный белый и теплый белый. Это, кстати, хорошо. Вот смотрите. Здесь вот у меня все темные цвета, да, и зеленые с фиолетовым. То есть, да, они, конечно, разные. Здесь вот я разницу прям очень хорошо вижу. Далее у меня идут желтые, красные, оранжевые. Тоже оттенки я, в принципе, вижу все разные. Но вот с розовым у меня, конечно, возникает немножко небольшой вопрос. Вот некоторые баночки, по крайней мере, вот в баночках, они кажутся одинаковыми. Например, вот эти вот два, наверное, цвета очень похожи между собой. Не знаю, наверное, когда я буду их мешать с эпоксидкой, они будут
разного оттенка. Я на это, конечно, надеюсь, потому что столько розового мне, в принципе, не нужно. Но набор, в принципе, достойный и очень классный. Ну что же, проверять и тестить это мы будем уже в следующем видео. Кстати, не забывайте про промокод, о котором я вам рассказывала в середине видео. Используйте его, но не забываем, что он действует на каждый магазин при заказе от $30. Всем огромное спасибо за просмотр. Я очень рада каждому комментарию, который вы оставляете здесь, а также буду очень благодарна за любую активность, которую вы оставите под видео, будь то это лайк, дизлайк, без разницы. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.